Друзья, всем привет! Сегодня займемся очень нужным и, на мой взгляд, полезным делом. Будем раскоксовывать двигатель внутреннего сгорания. Иногда во время эксплуатации кольца закоксовываются в канавках поршней, теряют свою подвижность. И если это компрессионные кольца, то теряется компрессия, а если маслосъемные, то мотор начинает жрать масло, как в нашем случае. Раскоксовывать будем раскоксовкой Лавр ML203. Раскоксовка для двигателей внутреннего сгорания. В комплекте идет шприц, трубочка, инструкция к применению, по которой мы и будем проводить раскоксовку. На чудодейственных свойствах Лавра ML203 мы останавливаться не будем. Кому интересно, можно будет прочитать все в описании. Перед тем, как залить раскоксовку в двигатель, выкрутим свечи, чтобы заглянуть эндоскопом в цилиндры, посмотреть состояние поршней, сколько нагара. Ну, а также замеряем компрессию в каждом цилиндре, для того, чтобы потом нам сравнить показатели после раскоксовки Лавра. Первым делом замеряем компрессию компрессометром. Замерять мы ее будем с открытой дроссельной заслонкой. Итак, погнали. Хорош! Да, пускай. В четвертом цилиндре нам компрессометр показал почти что 12 килограмм на сантиметр квадратный. Замеряем в третьем. Давай второй, также газ в пол. Хорош! 13 во втором. Ой, в третьем. В третьем 13 с небольшим килограмм на сантиметр квадратный. Давай. Хорош! Во втором аналогично 13 с небольшим атмосфер. 13 во втором тоже. Нет, во втором. Сейчас в первом. Давай газ в пол. Хорош! Ну а в первом цилиндре, как мы с вами видим, все очень грустно. Компрессия еле-еле дотягивает до 10 атмосфер. Ну что же, друзья, будем надеяться, что раскоксовка справится со своей задачей и исправит ситуацию. Ну а сейчас заглянем эндоскопом вовнутрь цилиндров, посмотрим, что там у нас творится с поршнями. В цилиндрах у нас, в принципе, что и следовало ожидать. Нагар, кокс, шлам и так далее и тому подобное. В общем, я думаю, что раскоксовка здесь очень даже будет кстати. Итак, друзья, материал для сравнения у нас есть. Переходим к самой раскоксовке. Действовать будем согласно инструкции к применению. Ну, возможно, с небольшими отступлениями. Итак, переходим к первому этапу. Для лучшего воздействия препарата нам необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, не ниже 70 градусов. В общем, сейчас завернем свечи
Заведем мотор, пусть немного помолотит, чтобы поднагрелся. И продолжим. Итак, мотор прогрелся до рабочей температуры. Глушим, выкручиваем свечи. Также нужно будет отключить систему зажигания. Это предотвратит выход из строя высоковольтной части системы и возможное воспламенение паров препарата. Например, можно отсоединить клейму катушки, либо просто выдернуть предохранитель. Теперь нам нужно выставить поршни в положение, близкое к среднему. Определить положение поршней можно с помощью электродов. Они все одинакового размера. Вставить их в технологические отверстия и провернуть коленчатый вал за шкив. Ну, крути. Стоп! Поехали. Ну все, друзья, теперь с помощью шприца с удлинительной трубкой заливаем равное количество жидкости в каждый цилиндр. Свечи закручиваем обратно в цилиндры для образования паровой бани в камерах сгорания. Друзья, когда будете заливать раскоксовку в двигатель, действуйте очень аккуратно, постарайтесь ни на что не пролить. Вот посмотрите, что получилось, когда жидкость попала на фару пластиковую. Остались вот такие следы, которые ничем не оттираются. В общем, теперь, похоже, спасет только полировка фар. В общем, друзья, не повторяйте моих ошибок, действуйте как можно аккуратнее. Для полной очистки от отложений оставляем мотор с раскоксовкой на 1 час. Ну а для того, чтобы жидкость лучше просачивалась в область поршневых колец, будем каждые 15 минут периодически незначительно перемещать поршни вверх и вниз. Итак, прошел ровно час. Все манипуляции мы провели как положено. Теперь нужно вывернуть свечи и удалить остатки жидкости шприцом с удлинительной трубкой.
Как мы видим, жидкость осталась не во всех цилиндрах. В некоторых цилиндрах она ушла в поддон, а в некоторых осталась. Теперь нужно прикрыть технологические отверстия ветошью во избежание разбрызгивания остатков препарата и немного покрутить двигатель стартером, выжав педаль акселератора на полную. Не надо. Хорош! В одном, да, как в первом горшке. После этого собираем все на место, закручиваем свечи, устанавливаем катушки и заводим движок. Да. Итак, двигатель у нас заводиться отказывается. Но ничего, как говорится, не хочет — заставим. Итак, мотор у нас с горем пополам завелся. Из выхлопной трубы валит белый дым. Это выгорают остатки препарата и отложения. Для достижения максимального эффекта рекомендуется провести дополнительную очистку системы смазки. Любой из промывок Лавр 5-минуткой или 7-минуткой. Но это будет в другом видео, и будем промывать мы дедовским способом. В общем, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А мы переходим к следующему этапу. Для полного освобождения поршневых колец и удаления нагаров рекомендуется проехать первые 5-10 километров с незначительно завышенными оборотами, чем мы с вами сейчас и займемся. Тормози, не лети. Итак, друзья, наездили на повышенных оборотах мы 20 с лишним километров. И настал момент истины. Первым делом засунем эндоскоп в цилиндры. Посмотрим, что у нас там изменилось после нашей раскоксовки Лавр ML203. Итак, мы видим, что после раскоксовки поршня стали значительно чище. Видно прям, что раскоксовка здорово очистила поршневую группу.
краям кокс практически отсутствует. В общем, видно металл. В общем, раскоксовка помогла значительно, я думаю. В принципе, результат от раскоксовки, как вы сами видите, очень даже значительный. Поршня выглядят очень даже неплохо. Ну а сейчас замеряем компрессию, посмотрим, что нам покажет компрессометр после раскоксовки. Погнали. Хорош. В четвертом цилиндре, как вы сами видите, ничего не изменилось после раскоксовки. Также 12 атмосфер. Давай. Меряем в третьем. Хорош. В третьем цилиндре также без изменений. Давай. Хорош. Во втором также до и после раскоксовки одинаково. Значение показывает 13 атмосфер. Замеряем компрессию в первом цилиндре. Тихо, тихо, блядь, сука. Давай. Хорош. Хуя себе, блядь. Ну а с первым цилиндром, друзья, случилось чудо. За место 10 атмосфер 17 сейчас после стал. раскоксовки Ой, показывает 15 стал. аж 15. В общем, друзья, кто что думает, пишите в комментариях. Но, как вы видите, результат налицо. Итак, друзья, эксперимент подошел к концу. Вы все видели сами, поэтому выводы делать только вам. Про расход масла еще судить рано. Уменьшился, либо нет. Либо остался по-прежнему, это покажет время. Поэтому спрашивайте в комментариях, постараюсь всем ответить. В общем, кому видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.